Энергетические вампиры, среди знаков зодиака. Наверное, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда после общения с человеком чувствуешь себя опустошенным и разбитым. Кажется, что из души выжили все соки, самочувствие ухудшилось. И вы долго не можете прийти в себя. Причиной всему может стать обычный энергетический вампиризм, то есть подпитка энергией. Некоторые люди буквально охотятся за ней, пусть и неосознанно, ведь таким образом легче переживают собственные стрессы. Именно для того, чтобы защитить себя от этих охотников и знать их в лицо, мы составили список самых сильных энергетических вампиров среди знаков зодиака. Рак. Раки довольно часто чувствуют недостаток энергии. Ведь по жизни они меланхоличны и депрессивны, любят ныть и вызывать сочувствие. Кроме всего прочего, очень раздражительны. А вывести из равновесия их может буквально любая мелочь. Ракам ничего не нравится, они видят недостатки во всем, и щедро делятся своими впечатлениями. Мало того, раки считают, что все в мире несправедливо по отношению к ним. Их всегда ущемляют, недолюбливают и обделяют. Именно таким образом раки делятся негативной энергией и подзаряжаются. Обычно от этого страдают самые близкие люди, так как именно им приходится выслушивать постоянное недовольство, критику и жалобы. Единственным способом освободиться от рака вампира является прекращение общения с ним. Ведь остановить поток негатива и нытья, исходящие от этого человека, просто невозможно. Козерог. Козероги очень любят жаловаться, тем самым выливая негатив на окружающих. Для них люди – средство достижения цели. Они не видят их и не считают равными себе. Причем чаще всего речь идет о вампиризме на работе. Особенно ярко выражена энергетическая подпитка в случае, когда козерог занимает руководящую должность. Он буквально высасывает энергию из подчиненных, через свое давление на них. Козероги бесчувственны и относятся к миру пренебрежительно. А поскольку считают себя самыми умными, и не скрывают этого, то легко могут обидеть собеседника, выказывая свое превосходство. Этот знак авторитарен, холоден и эгоистичен. Его представители скупы на чувства, крайне подозрительны и никому не доверяют. Общение с козерогом может вызвать малоприятные ощущения, хандру и уныние. Близнецы. Близнецы – это в основном информационные вампиры. Им нравится собирать разнообразную информацию, а особенно сплетни об окружающих людях. Это их главный источник энергии. И чем грязнее слухи, тем сильнее подпитка. Близнецы очень расчетливы и эгоистичны. Они любят ставить оценку другим, относятся к ним с пренебрежением и издевкой. Им очень сложно угодить, скорее даже невозможно. Ведь, по их мнению, они само совершенство во всем. У этого знака отсутствует чувство такта, выражений они не подбирают. Близнецы с легкостью оскорбляют и унижают окружающих. Все эти качества характера приводят к тому, что близнецов предпочитают обходить стороной. Никто особо не стремится сближаться с ними. Кроме всего прочего, считается, что именно от близнецов можно ожидать сглаза. Они способны навлечь беду всего одним словом. Как говорится, накаркать. Скорпион. Скорпионы – самые ядовитые из энергетических вампиров. Они любят манипулировать людьми и вызывать у них чувство вины. Они весьма вспыльчивы и агрессивны. Способны начать скандал из-за любого пустяка, при этом обрушив шквал недовольства на тех, кто случайно попал под руку. Их жертвами могут быть как просто знакомые, так и члены семьи. Представители этого знака очень мстительны и крайне ревнивы. Будьте уверены, если вы обидели Скорпиона,
то когда-нибудь он заставит вас пожалеть об этом. Они любят плести интриги за спиной и строить планы мести. Скорпионы подпитываются через негатив и агрессию. Зачастую после общения с ними можно ощутить головокружение и слабость. Поэтому следует соблюдать максимальную осторожность даже при мимолетных встречах. Сложнее всего придется тем, кто решится на любовные отношения со Скорпионом.